Вы когда-нибудь задумывались, как обычный мультфильм, который смотрите просто для отдыха, может неожиданно превратиться в инструмент предсказания будущего? Именно это происходит с Симпсонами. Герои из Спрингфилда уже не раз удивляли нас событиями, которые позже сбывались, опережая даже самые смелые прогнозы. Политика, технологии, громкие мировые события, кажется, у них есть свой магический шар предсказаний. В этом видео мы разберем, как Симпсоны умудряются угадывать будущее и какие из их сюжетов удивительным образом воплотились в реальность. Приготовьтесь к увлекательному расследованию. Атака на башни-близнецы. Премьера первой серии 9-го сезона «Симпсонов» под названием «Нью-Йорк против Гомера Симпсона» состоялась 21 сентября 1997 года. Эта серия оказалась пророческой через несколько лет. В одном из эпизодов Гомеру предлагают билеты в Нью-Йорк всего за $9. На обложке журнала изображены башни-близнецы Всемирного торгового центра, создавая визуальный образ числа 911, а волосы Лизы, выглядывающие над журналом, напоминают треугольную форму масонского символа «Всевидящее око». Прошло 4 года, и 11 сентября произошел страшный теракт, потрясший весь мир. Атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Многие считают, что создатели мультфильма каким-то образом предвидели эти трагические события. Война в Сирии. В 14-м эпизоде 12-го сезона, вышедшем 25 февраля 2001 года, «Юные таланты», Барт Симпсон основал группу «Толпа хулиганов», спонсором которой выступили американские ВМС. Во время съемок клипа на песню «Сбрось бомбу» участникам группы предстояло летать на военных самолетах и наносить удары по вооруженным людям в военной форме. По сюжету одна из бомб попадает во внедорожник, на двери которого нарисован флаг, под которым 10 лет спустя выступили сирийские оппозиционеры. Зелено-бело-черный триколор с 3 пятиконечными красными звездами по центру белой полосы. В той же серии показывается истребитель с номером, состоящим из 2 одинаковых букв ПП. Несколько лет спустя американская армия представила самолет FF-22. Если перевернуть буквы ПП, получится ББ, что соответствует числу 22. Интересно отметить, что при проведении воздушных ударов в Сирии впервые использовался F-22 Raptor, новейший американский истребитель 5-го поколения, производство которого началось в 1997 году. К февралю 2015 года F-22 выполнили минимум 112 боевых вылетов над территорией Сирии. К июню 2015 года F-22 стали неотъемлемой частью всех групп бомбардировщиков, участвующих в атаках на Сирию. Зависимость от гаджетов. В эпизоде «Друзья и семья» из мультсериала «Симпсоны» поднимается тема рисков, связанных с чрезмерным увлечением виртуальной реальностью, предвосхищающих потенциальные проблемы 2030-х годов. В этом эпизоде Гомер и Мардж пробуют технологию VR, которая симулирует вкус еды. Гомер, изначально настроенный скептично, замечает, что виртуальные блюда оставляют желать лучшего. Несмотря на ожидания, что подобные технологии могут снизить потребление нездоровой пищи, реальные компании, такие как Aero Banquets, RMX и Royal Caribbean, начали использовать их для улучшения сервиса. Тем не менее, мультфильм подчеркивает и негативные аспекты: аварии, вызванные пешеходами, отвлеченными VR-шлемами, и утрату реальных социальных связей из-за погружения в виртуальные миры. Проблема зависимости от гаджетов уже становится все более актуальной, не правда ли? Транспортная эволюция. В 2005 году профессор Фрэнк представил миру инновационный автомобиль, который открыл новые горизонты для Барта и Лизы. 6 лет спустя, в 2013-м, Мардж решила расстаться с Гомером из-за его расточительных трат. Сначала он вложил семейное состояние в подводное жилье, затем футуристическое летающее устройство. Гомер пытался оправдаться. Иногда люди просто отдаляются друг от друга, вот и все. Но Барт возразил: «Нет, папа, мама ушла, потому что ты потерял все наши деньги на тот подводный дом». Хотя этот автомобиль далек от совершенства, он способен перемещать своих пассажиров через квантовый туннель. В эпизоде 1992 года «Зудящая и колючая земля» финальная сцена предсказала события через 40 лет. Там мы видим повзрослевшего Гомера и Барта, направляющихся в кинотеатр, где им встречается машина, напоминающая транспорт из «Звездного пути». Летающие автомобили там выглядят вполне обыденными. Учитывая, что разработка ховеркаров ведется уже много лет, возможно, такой концепт вскоре станет реальностью. Тем временем компания Samsung Sky готовится вывести на рынок свои первые летающие машины. Вполне вероятно, что уже в 2025 году мы сможем избегать городских пробок благодаря этим передовым транспортным средствам. Развал общества. Одним из самых обсуждаемых моментов среди фанатов стал короткий эпизод 14 серии 23-го сезона «Наконец-то отпуск», в котором Барт Симпсон пишет на стене фразу «Мне нравится распад общества». Это высказывание вызывает разные трактовки.
Одни видят в нем отражение бунтарского духа Барта и его склонности к антисоциальному поведению. Другие усматривают в нем более глубокий смысл, связанный с социальными процессами, такими как кризис идентичности, потеря традиционных ценностей и усиление индивидуализма. Создателя сериала Мэтта Грейнинга часто ассоциируют с анархическими взглядами. Возможно, он предчувствовал грядущие глобальные кризисы или катастрофы, способные пошатнуть общественный строй. Впрочем, это лишь одно из возможных толкований данной сцены. Не исключено, что фраза была вставлена в эпизод как шутка или способ выразить недовольство персонажа текущими событиями. Время покажет, насколько точны были предположения зрителей. Экологический кризис. В полнометражном фильме «Симпсоны в кино» 2007 года зрители становятся свидетелями ряда необычных событий, многие из которых можно рассматривать как пророчество. Особенное внимание привлекает центральный сюжет фильма, связанный с глобальной экологической катастрофой, представленной в преувеличенной художественной форме, но тем не менее отражающей вполне реалистичные сценарии будущего. Главным героем этой истории является Гомер Симпсон, который усугубляет проблему загрязнения озера Спрингфилд, сливая туда отходы со своей свинофермы. Эти действия приводят к началу масштабного экологического кризиса, в результате которого весь город оказывается заключенным под огромным куполом. Хотя идея с куполом кажется фантастической, сама природа катастрофы служит предупреждением для современного общества. Сегодня, когда климатические изменения и их разрушительные последствия, вызванные человеческой деятельностью, становятся все более очевидными, очевидно, насколько важной остается проблема, затронутая в фильме. Безответственное отношение корпораций и игнорирование природных ресурсов продолжают наносить ущерб нашей планете, угрожая жизни людей и экосистемам. Завоевание Марса. Энтузиасты космических исследований давно мечтают о полете на Марс и создании там обитаемого поселения. Хотя реальная колонизация Красной планеты еще впереди, в одном из эпизодов «Симпсонов» представлен фантастический сценарий, в котором Лиза и Мардж отправляются на Марс для создания новой колонии. Когда Мардж узнает о планах Лизы принять участие в марсианской миссии, она чувствует себя подавленной. В итоге вся семья Симпсонов решает присоединиться к проекту, чтобы остаться рядом с Лизой. Задача миссии — колонизировать Марс к 2026 году, однако, несмотря на задержки, согласно сюжету сериала, Лиза и Мардж достигают Красной планеты только к 2051 году. Тем не менее, Лиза заявляет о своем желании переселиться с Марса на Венеру. «Это моя жизнь», — утверждает Лиза. «И если я решу переехать с Марса на Венеру, никто мне не помешает». Возможно, Илон Маск смотрел эту серию, ведь его компания активно работает над созданием межзвездных кораблей, способных воплотить такие амбициозные проекты в реальность. Эпоха голограмм. В эпизоде «Барт будущего» Барт Симпсон, известный своим ленью, неожиданно получает предложение выступить со своим музыкальным коллективом в клубе. Приглашение приходит в виде голографического сообщения, что добавляет элемент высокотехнологичной новизны в обычный процесс взаимодействия. В этом эпизоде Барт заглядывает в свое возможное будущее, которое хоть и далеко от идеального, содержит одну интересную деталь. Доставку почты. Почтальон приносит ему виртуальное письмо, выполненное с использованием голограмм. Общение завершается необычным прощанием. «Понюхаю тебя позже», что заменяет традиционное «до свидания». Барта удивляет такое изменение. Интересно, почему вместо обычного «до свидания» теперь говорят «услышу твой запах позже». Важно заметить, что технологии голографической связи постепенно входят в нашу повседневную жизнь. Вопрос остается открытым: станут ли голограммы частью наших обычных коммуникаций в будущем? Работы с искусственным интеллектом. Тема массового внедрения роботов с искусственным интеллектом, широко обсуждавшаяся экспертами, нашла свое отражение в поп-культуре, включая анимационный сериал «Симпсоны». В 2012 году создатели шоу предсказали, что роботы начнут замещать человеческие рабочие места, и сейчас эта тенденция становится все более заметной. Одним из ярких примеров является эпизод 1994 года под названием «Земля, щекотки и царапки», где семья Симпсонов посещает тематический парк, полностью управляемый роботами. В ходе сюжета машины выходят из-под контроля, демонстрируя как возможности, так и риски таких технологий, напоминающие мир Дикого Запада. Юрген Шмидхубер, ведущий специалист в области искусственного интеллекта, полагает, что развитие сверхинтеллекта может привести к значительным технологическим изменениям и глубоким социальным трансформациям в течение ближайших 30 лет. Женщина-президент США. В выпуске 2016 года персонажи Симпсонов намекнули на возможную политическую карьеру Иванки Трамп, когда Гомер Симпсон надел значок с надписью «Иванка 2028».
Позднее, В 2017 году, в эпизоде, посвященном первым 100 дням президентства Дональда Трампа, Иванка заняла место судьи Рут Бейдер Гинзбург в Верховном суде, облаченная в мантию и серьги из собственной ювелирной коллекции стоимостью в $1000. надежды на то, что женщина займет пост президента США, продолжают расти, и в 2025 году они могли бы стать реальностью. Хотя Хиллари Клинтон в свое время не достигла этой цели, вероятность появления женщины в Белом доме увеличивается. В одной из серий, где зрители ненадолго переносятся в будущее, Лиза Симпсон становится первой женщиной-президентом Америки. Согласно Симпсонам, женщина действительно может оказаться президентом. Хотя предсказание о победе Камалы Харрис не сбылось, Дональд Трамп снова выиграл выборы в 2024 году. Эпизод «Барт в будущем», вышедший в 2000 году, позволил Барту увидеть свое будущее, где Лиза пытается справиться с финансовыми проблемами, оставленными администрацией Трампа. Поэтому вполне возможно, что Иванка могла бы занять пост президента вслед за своим отцом. Симпсоны неоднократно поражали нас своими таинственными предсказаниями. Теперь посмотрим, какие из них уже сбылись. Нападение тигра. Для российских зрителей это предсказание может показаться не столь значимым. Однако для американских зрителей данный эпизод имеет особое значение. В серии «Спрингфилд» или «Как я научился не волноваться и полюбил легализованные азартные игры» 5-го сезона, вышедший в эфир 16 декабря 1993 года, создатели «Симпсонов» предсказали трагедию, связанную с нападением тигра на известных дрессировщиков Зигфрида и Роя, чьи цирковые выступления в Лас-Вегасе были невероятно популярны в 90-е годы и начале нулевых. В этом эпизоде Монтгомери Бёрнс открывает казино в Спрингфилде и приглашает немецкий дуэт укротителей по имени Гюнтер и Эрнст, явно вдохновленный Зигфридом и Роем, для проведения представлений. Во время одного из номеров белый тигр нападает на одного из артистов. Этот инцидент, описанный в сериале, удивительно точно повторяется в реальной жизни. 3 октября 2003 года во время живого шоу в Лас-Вегасе тигр напал на Роя Хорна. Трагедия с подводной лодкой. За 2 года до печально известной катастрофы с подводной лодкой «Курск» 29 марта 1998 года на американском телевидении показали эпизод, в котором Гомер Симпсон вступает в ряды военно-морских резервистов и непреднамеренно направляется на подводной лодке в российские территориальные воды. Ситуация резко осложняется, когда команда ошибочно воспринимает рутинный маневр как подготовку к ракетному обстрелу, что приводит к напряженному противостоянию между США и Россией. Fox стала частью Disney. Это одно из тех предсказаний, которые, хотя и не являются самыми резонансными, все же оказались верными. В эпизоде 10-го сезона под названием «Когда ты увидишь звезду», вышедшем 8 ноября 2008 года, Симпсоны неожиданно предугадали покупку компании Disney студии «20 век Fox». В декабре 2017 года Disney действительно объявила о приобретении этой компании за впечатляющие $52 миллиарда. Это слияние объединило две крупнейших медиакорпорации, и Disney получила права на обширную библиотеку контента Fox, включая самих Симпсонов, видеозвонки и смарт-часы. В эпизоде «Свадьба Лизы» 6-го сезона, вышедшем в эфир 19 марта 1995 года, создатели «Симпсонов» сделали интересное предсказание о видеозвонках и умных часах. В этом эпизоде, происходящем в будущем, Лиза использует видеозвонок для общения со своей семьей. В те времена такая технология была редкостью, и сцена казалась крайне футуристической. Более того, жених Лизы носит устройство, похожее на часы, выполняющее функцию средства связи, что напоминает современные смарт-часы. Сегодня, с распространением смартфонов и приложений типа Skype и FaceTime, видеозвонки стали повседневной практикой. Смарт-часы также завоевали популярность и превратились в модный аксессуар, который не только показывает время, но и отслеживает физическую активность, уведомляет о сообщениях и даже позволяет звонить. Вирус Эбола. В эпизоде «Дом ужасов 8» 9-го сезона, вышедшем в эфир 26 октября 1997 года, создатели «Симпсонов» сделали тревожное предсказание о вспышке вируса Эбола. В одной из сцен Мардж читает книгу под названием «Любопытный Джордж и вирус Эбола». Тогда вирус Эбола еще не был широко известен, и эта ссылка прошла практически незамеченной. Однако спустя годы, в 2014 году, мир столкнулся с серьезной вспышкой Эболы, которая преимущественно затронула Западную Африку. Эта эпидемия вызвала массовую панику из-за высокого уровня смертности и отсутствия эффективных методов лечения. Хотя ситуация не совсем соответствовала тому, что было показано в «Симпсонах», само упоминание вируса Эбола в эпизоде, снятом за много лет до реальных событий, поражает. Сценаристы или предсказатели? Создателям Том Симпсонов можно приписать особый талант предвидения, поскольку многие из их предсказаний впоследствии подтверждались. Правда, не все они имеют положительный оттенок. Что ждет нас в 2025 году и далее, мы сможем узнать только со временем. А на сегодня это все.
Всем пока.